Рамен, да. Так, народ появляется. Мы туда добавили, так сказать, свои добавки, грибы и колбаску добавили. Так. У меня, к сожалению, один телефон. Я не знаю, как я буду в одном телефоне отвечать сразу в двух этих. Мне нужен второй телефон в любом случае. Миша, Есть идея. давай, выходи на YouTube, Олег, чтобы комментарии читать можно было. Твой суп приготовился, идешь, покушаешь по-быстренькому? Да. Так, кому-нибудь ложка нужна или вы так с супом справляетесь? Так. Во. Видно тебе, если там? Видите моя? Вот твое сейчас я. С грибами? Да. Клево? Нет. Это твой сосидж, месседж, сосидж. Берем, уворачиваемся. Я тут кушать буду. Да. Да, вот ты сейчас будешь кушать здесь. Все. Давай тебе это самое палки дать или вилки. Палки. Так, здесь спросили, который у вас чай. А что у вас чай. это? Какой у вас час? У нас 9:02. 9 часов 2 минуты вечера. На-ка. По возможности не сморкаемся, ведем себя прилично. Ага. Слышишь, Миша? Ага. Все, давай. Вам надо подключить... Ой. Что-то не прочитал я. Монетизацию. Юлия, приятного аппетита. Вам надо Спасибо. подключить монетизацию. Привет. Привет, Юлия. Монетизация включается на 10 тысяч подписчиков. Пока что у нас несколько меньше. Такс-менеджер написал. Здравствуйте, Олег, Миша, Алексей, Оля. Приятного аппетита, как всегда, вкусняшки на столе. Спасибо. Салат тоже клюйте. Угу. Так. Пока ничего больше не писали. Угу. Я пойду подключу этот телефон, который с фонарем стоит. Он сейчас быстро где-то то. отрубится, да. Огонь. И у Олега огонь, и у Миши огонь. Олег убежал. Олег убежал. Что такое? Что такое? Мукбанг. Народу нравится, как вы мукбангируете. Или как это сказать? И потом ананасику клюйте тоже еще. Ага. Окей? Налил я воды, так как остро для меня. А Миша любит поострее, да? Ага. Тебе нормас? Кому? Тебе? Да. В том, что у Миши в принципе, более острый суп. Олег какой ест? Белая пачка. А. На почте написано лайт, но для меня не лайт, честно скажу. Ой, извините, что так часто я буду уходить. Так, я чайник поставил, народ, кто по чайку, потом присоединяемся. Вау, пончик прислали в подарок. А что ты дома?
Я не знаю, вообще какие-то доллары могут быть. Кристина отправила пончик. Спасибо, Кристина. Юлия написала: хорошенькие у вас дети. Дети, вы хорошенькие у нас. Спасибо. Будьте такими. Спасибо. Так, здесь Чингис Дамбиев написал: приятного аппетита. Спасибо. Спасибо. А еще написали 2 Олега. Или 2 Миши. Да мы не похожи. Потому что я в очках, он без. Вау, вау, Кристина 11. Столько перчиков прислала. Вау. Ничего себе. Остро, действительно. Обалдеть. 30 перчиков прислала Кристина, чтобы у вас все горело. Спасибо. Спасибо большое, мне это круто уже говорит. 30 перчиков. Обалдеть. Кристина молодец. Спасибо, Кристина. Круто. Так, что здесь у нас? Приятного аппетита. Мадам Мукаш написала. И привет. Спасибо. Спасибо. Ребята, Вам почему привет. у меня смайликов здесь нет? Там есть какие-то. Вот если на сердечко нажать, там есть и смайлики тоже, я видел. Как-то там они включаются. На ютубе. Да-да-да, вот там, если справа сердечко нажать, то потом там и смайлики есть. Написал Сергей, шо вы демоны? Видать, это самое. Кристина спрашивает: вы откуда? Мы из города Сакраменто, штат Калифорния. А вы откуда, Кристина? Так. Татьяна Попова. Приятного аппетита, вы классная семья. Привет из Кыргызстана. Кыргызстан, привет. Спасибо вам. Клево. Так. Алексей Соловьев пишет: нашел. Пойду рамен варить, написал Чингис Дамбиев. Раз это самое. Миша, как у тебя рамен называется? Этот? Шин. Шин рамен? А красная пачка — это бульдак, это производитель, да? Бульдак, нет? Или не бульдак? Две разные. Две разные. Две разные, да. Тоже захотелось, лапшу написали. О, Написала Юлия на ТикТоке. О, я там родилась в 89 году, Кристина написала. О, представляете? ого. В 89 году клево. А сейчас куда переехали? Из Сакраменто. С Так, пальцами тяжело лапшу эту брать. кушай вилкой, так удобнее. Алексей Соловьев написал: мы из холодной России. Мадам Мукбаш, мне очень нравится, вы мне очень нравитесь, Узбекистан, написали в Ютубе. Здесь спросили в Ютубе: а что за страна? Соединенные Штаты Америки, штат Калифорния. О, а Кристина ответила, что сейчас живу в Портланд, Орегон. Ага. Это недалеко, собственно говоря, здесь соседний штат. Мише нравится? У нас Миша салаты так выбирает, что он кушает, что не кушает. Это салат нормалды? Все отлично. Сколько у вас сейчас времени? У нас 10 часов. У нас тоже 10... А, нет, у нас 9 часов 9 вечера. часов 10 минут. Так, Юлия спросила: детям нравится в Калифорнии? Да? А что нравится? Кристина 9:10 написала. Ну, у них тоже в Орегоне такое же время, как у Ну нас. да. Мы не были в Орегоне, но тоже есть желание в Орегон и в Вашингтон съездить. Мгм. Так, скажи, пожалуйста, какие ингредиенты входят в салат? Помидоры, огурцы, лук, соль, черный перец и масло. Какое вы наливали? Оливковое. Оливковое масло. И все на этом. Да. Так, здесь Чингис Дамбиев написал: мы с Дальнего Востока, у нас популярны рамены. Бульдак острый, самое то. Ездим в Монголию и Китай. Ну, Прикольно. классно. Классно. Кристина написала: вкусно. Вкусно вам, дети? Да. О, классно.
Канат Анитов. Христос воскресе, с праздником. Ну, С праздником надо что ответить? воистину воскрес с прошедшим праздником. Да, так. Вообще его неделю отмечают, что этот праздник. Да? Да. Я не знал. Здесь написали, ну, церковные люди так говорят. Здесь написали, мне кажется, в Америке трудно жить. Трудно вам жить в Америке? Нет. Нет, нормально? Нормально. Не, ребята справляются, говорят, нормально, им не тяжело. Это, ну, я так понимаю, задали такой вопрос вот, в плане адаптации, возможно. Ну, я вам хочу сказать, самое главное это быть самим собой. Искать то, что нравится. Так, чайник закипает. Здесь написали, Ека написал, Олег, ты лучший парень, воспитанный. Спасибо. Почему тут трудно жить, спросили. Миша, чай будешь? Нет. Кристина спросила, почему тут трудно жить? Ну, Как ты думаешь, Олег? Адаптацию ты сказал. нам высокие налоги. Язык. Язык, вот Миша сказал. Ты чайник не стал выключать, Миша? Нужно было. Да. Я видел, что ты пришел, и я это самое решил, думаю, пойду обратно. Вот. Я... Закроешь, Миша, пожалуйста. Ты не закрывай, сейчас запаримся, здесь дышать нечем. На прикол хотя бы. Аварийка сейчас поорет и перестанет. Ну ладно, вот. Что я хотел сказать. Высокие налоги. Я нашел интересный факт. В интернетах была такая карта штатов Америки. И там расписаны проценты налоговые проценты вот эти вот. И самый высокий выяснилось, что в Калифорнии. Это да. Золотой штат, говорят же. Ну да. Блин, кто-то не реагирует на свою Тут сигнал. еще если этот... Тут только по России не подерешься просто так. Не поделишься? Это да. Это плохо, да? Конечно. Понятно. Так, спасибо за ответ. Написали, этот аккаунт называется «Глисты внутри». Приятного аппетита написал. Спасибо. Канат спросила, по сколько лет парням? 12 и 19. Мне 19. Ага. Абсолютно верно, в плане адаптации культура-то другая. Угу. Здесь вот что вот написали, очки все время падают, может быть снимать пока кушаешь. О, у меня там... Мимо рта пронесешь? Могу мимо рта действительно пронести. Вот так-то. Так что тут есть опасность. Так, здесь написали на покупку. Так, что вы имеете в виду? На покупку недвижимости наверняка высокая, да. Вы говорите про налоги на покупку. Ну, у нас тоже, да, есть налог на продажу, он правильно называется. У нас есть, а вот, я даже не знаю, в Орегон есть этот налог такой. Я знаю, что в Неваде нет его, Папа, по-моему. ты грибы любишь? Да, можешь Хорошо. мне переложить. Да. Ой, Мишаня, покультурнее там, пожалуйста, не устраивай бедлам, хорошо? Так, Кристина говорит, нет. Здесь написали, у вас очень воспитанные дети, приятно смотреть. Дети, вы воспитанные, будьте воспитанными, не забывайте об этом. Спасибо. Вот, Орегон, Кристина написала, нет у нас налога на продаж или налог на покупку. Угу. Клево, значит у вас цены должны быть пониже, чем у нас. Такая вот история. Ты пробела, походу, основательно. Это дворовый Катюшенька, привет, ребята, приятного аппетита. Что надо сказать, Миша, когда тебе приятного аппетита? Спасибо. Тот же. Ирина Ли написала, добрый вечер, очень рада видеть Олега и Мишу, приятного аппетита вам. Спасибо большое. Спасибо. О, острый. Здесь спросили, вы на ПМЖ заехали? Ну,
Тут нет такой формы ПМЖ. Мы приехали, сейчас вот живем по тем документам, какие у нас есть. Нам их достаточно. Возможно, что будем менять на другие, но для этого, сами знаете, здесь надо пройти судебную систему и так далее. Миша тоже нос пробила, да? Ага, особенно после бани еще. После бани? А вчера после бани нос заложил у тебя или что? Позавчера, да. Позавчера. Не заложила, а именно типа в стекле. А, Все выходило. да, уходила? Там же носом нужно дышать. Да, клево. Через это все горячее. Так вот, да. Прикольно. А в бассейн ты нырял когда? Ты не замерз, когда в бассейн нырял? Печеньки. Ничего себе печеньки. Это Ой. целые плюшки. Да. Будешь кушать Да. плюшку? Да. У тебя тарелочку, там блюдца нету рядом со столом? Вон правее, левее посмотри. Он стоит. Грязно. Это вот чистый левее стоит. Под рукой под твоей, под Ну той. Вон, смотри, стоит. Так. Привет, ребята, приятного аппетита, вы на ПМЖ. Добрый вечер, черный зяблик написал. Спасибо. Добрый Вам вечер. тоже добрый. Дети так быстро растут, малой подрос. А что ты передумал ту печеньку? Кушай ее. Я все буду. А, это все будешь? Всё. Олег, помоги тогда. Давай. О, открыл. Ну что открыл, еле дотягивается. Достал? Да, Все будут. достал. Ай. А дашь, Миша, вот эту плюшку? Сразу с нее тогда. А ты раменый ел? Да. Окей. Так, кто-то уже одну В ел, детстве- да? В детстве говорили, пока суп не даешь, О, вкусняшку так, не получишь. это Да? мне, Ну да. это тебе. А что, папа, иди кушать. А блюдце, ты там какое-то говорил, есть чистое блюдце, да. Дай Олегу, пускай он положит Ну, свой спасибо. блюдце. Идешь кушать? Я приду, да. Окей. Да. Вот здесь спросили, Миша, ответь на ходу. Английский язык легко пошел детям? Да. Ты сейчас в школе на каком языке больше разговариваешь? На русском или на английском? Нет, на русском. На русском? Много друзей. Серьезно? Очень. Это вот мне примерно похожая история была, когда я тоже учился в старшей школе. Первое время, когда только сюда приехали, я вовсе сюда приехал с каким-то языком английским, но, как я говорил ранее, я приехал с британским английским, то есть мне там условно 2-3 месяца понадобилось, чтобы адаптироваться к американскому формату языка. Вот. А так и 50 на 50 от старшей школы, то, что я училась и в одной, и в другой. Потому что с учителями, с другими ребятами, там, в основном американцы были, и какая-то часть русскоговорящих была. А школу менял, потому что мы из района в район. Из района в район приехали. Поэтому он 11 класс учился в одной школе, а 12 в другой школе. Ну да, в Сакраменто русских говорящих много, очень много. У нас знакомые, они сами из Белоруссии, вот, но они, мы их, не только мы, все приглашают сюда в Сакраменто жить. Они говорят, мы у вас язык не выучим, мы лучше у себя в Сан-Хосе поживем, и не едут. Так. Так. Скажите, а сколько комнат в квартире? У нас квартира называется формат 2+2. То есть у нас 2 спальни и 2 санузла. И одно помещение большое, которое соединяет кухню, столовую и зал. И все это вот вместе kitchen, dining room и living room. Все таким единым помещением большим. Вот. Как в американских фильмах, вот дверь, которая прям сразу на улицу ведет. Без всяких коридоров, без ничего, прям сразу туда. А в ту сторону коридор, 2 туалета и 2 спальни. Вот так вот. Так, земляк забыл вчера написать, если интересно, зайди на страницу Baku Page. Вы знаете, по-моему, там был bakupage.com, вот вы здесь написали. Там найдешь много интересного про Баку. Я, по-моему, туда ходил, и там было интересно, действительно. Но спасибо, что напомнили, я еще схожу, посмотрю. Спасибо, земляк. Много русскоговорящих, очень много. Здесь есть
газеты, журналы выходят для русскоговорящих с рекламой. Где-то Оля брала последний раз, куда она делала, не знаю. Там просто вот такая вот газета, ну, журнал такой, листаешь, 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 там все русская реклама идет. А в середине средний разворот, где-то штук 70 церкви русскоговорящие. Там и украинские, и русские, и православные, и баптисты, и протестанты. В общем, все, что на русском языке говорят, все в середине. Открываешь где-то примерно, ну где-то вот я считал как-то 66 штук насчитал. Вот. Но я знаю, что постоянно добавляются, они как-то разделяются, филиалы открывают, и вот, короче, появляются дополнительные церкви. Есть спрос, так сказать. Так, сейчас вот здесь прочитаю. Так. О, а здесь написала Кристина, в Антилоп жила. Прикольно. Там много, нас знакомые там есть. Может, вы знаете, Леша Тарасов, его, в принципе, все Сакраменто знает. Вот он тоже там же в Антилоп живет. Со своей семьей. Ну да, в Сакраменто русскоговорящих много, очень много. Прям мы это самое, ради интереса первое время, когда приехали во многие, куда нас приглашали, везде места ехали. Было очень много движухи. Кто только не проводит мероприятия. Тут для детей, там для взрослых, там для того, там для таких, для малышей. Здесь еду раздают, здесь там то, здесь все. Здесь ярмарка скоро будет в начале этого следующего месяца. Типа славянская ярмарка. Фестиваль. Хотя там и армяне участвуют. Насколько они славяне, не буду я их осуждать. Но они молодцы, что принимают участие. Тоже, да. Там они точно мангалы такие длинные ставят и шашлыком всех за денежки, короче, кормят. Ну, вкусно обычно. Ну и плюс все движухи, развлекухи со всеми остальными делами. Кто знает про ярмарку, про Сакраментовскую, слышали, там каждый год машину разыгрывают. 2 предыдущих года Приус они разыгрывали. В этом году вроде ничего не рекламируют, что они будут разыгрывать, не знаю. Здесь эту Теслу разыгрывали на парасольке. Про парасольку тоже многие слышали. Но я не знаю, что там с этой Теслой происходит. У вас дома есть животные? Спросила Юлия. Нет у нас животных. Нет. У нас в России был кот. Тимошка. Супер кот. Постоянно его вспоминаем. Старые наши ролики, если на Мукбанг канале, если мотнуть, Оля начинала сперва одна сниматься с котом. Кот просто сидел на стуле рядом, неподалеку. Он визуально как будто он на столе, но он вообще на отдельном стуле стоял рядом с Олей. Он даже не со столом ближе, рядом с Олей был. И постоянно писали: кот на столе, почему постоянно? Это постоянно было обсуждение этого кота, бедного Тимошку, постоянно мутили. Вот, короче, а сейчас у нас никого нету. Пока у нас съемное жилье, мы иногда порываемся либо взять бесплатно, либо купить каких-нибудь котеек или собачек, но пока руки не дошли. Вы живете в апартмент или кондо? Это апартаменты, большой комплекс апартаментов в Розвилл. Тут в Орегон также. Ну, видать, много действительно народу стало русскоязычного. Так, Черный Зяблик написал: учителя, знакомые и так далее. Ну да, это... Может, про Баку до этого он писал. Надо посмотреть. Чингис написал: а вы откуда переехали? Мы, перед тем, как приехать сюда, мы жили в Турции год. А до того, как в Турцию приехать, мы жили в Подмосковье. Ну, уже вот мы больше года, в 21 году, почти год мы прожили в Турции, а потом приехали сюда. Хан, приятного аппетита, Алексей. Спасибо большое. Черный Зяблик показал лайк. Мы тоже вам лайк ставим. Ребята, вы классные, подписку оформил. Спасибо. Будем рады вас видеть на наших прямых эфирах, на наших видео. У нас обычно мы там все каналы свои указывают. Можете посмотреть, как мы там на других каналах что снимаем. Тамара, доброго времени суток, приятного аппетита. А где Оля? Оля у нас сегодня с подружкой уехала по делам. Вот, у них там какая-то движуха. Вот, и она где-то в районе обеда она выдвинулась. И, наверное, скоро должны приехать, потому что вчера ее подружка говорила, что она ночью ехать не хочет. Поэтому сейчас уже темнеет на улице. Я думаю, что
Скоро, наверное, приедут. Миша написал привет. Миша, привет. Первая русская ярмарка была в 93-м году в Сакраменто, мне кажется, Даунтаун, Сакраменто парк. Сейчас они проводят какой-то Мидл, или как таун называется это место. Southside Park. Southside парк они проводят эти русские ярмарки. Много народу. Там такой парк достаточно большой. Все занято людьми этими. Сейчас палаток ставят очень много. Да. А нам с Мишей, что больше всего на этом фестивале нравится, это можно на различные машины посмотреть. Да. Там местные эти автосалоны, назовем их так, Да. машины свои выставляют. В прошлом году Миша в каком-то спортивном аппарате посидел. Потом на поляне две старинные машины стояли. Там, годов 60-х примерно. Этот электрички какие-то стояли, я уж не помню, как называется. Эти машины электрические. Не Ривиан. Не, не другая Rivian какая-то. и не Tesla, а какая-то новая название. Да. Мы такое не знаем. Угу. Кристина написала прикольно. Да. Да. Там бывает, знаете, человеком раз в году встречаешься на русской ярмарке. На остальное время как-то пути не пересекаются. А тебе хоп воды не надо? Но этот острый получился действительно суп. Я его раньше ел, как-то он не такой острый был. Ну его все время Оля. Так, здесь написала Кристина. Ладно, ребята, хорошего вам вечера, пока. Спасибо, Кристина. Спасибо. Вам тоже хорошего вечера. Приходите еще. Это мы сейчас снимаем на две камеры. Одна камера идет трансляцию в Ютубе, другая в ТикТоке. Поэтому, если вы не видите вопросов в чате, значит его написали в другой социальной сети. Вот. Так что приходите еще раз, или когда вам будет удобно. Мы стараемся по утрам и вечерам пару раз в день выходить по возможности. Включаем обе камеры. Что, на тебе телефончики, на тебе вот этот телефончик, чтобы я не отвлекался. Давай. Как напишут, что-нибудь прочитаешь. А пока что хочешь, расскажи, как вы сегодня сгоняли на тренировку? Нормально, я сегодня там чуть-чуть поучился, пока ждал Мишу. Вот, поделал свои уроки. С собой мобильный интернет берешь? Да, вот это вот. То, что вам в школе английского языка телефоны дали, там же связь оплачивает сама школа. Школа оплачивает, ее хватает вот и детям поучиться, и нам. Что там никто не пишет? Какие-то подарки нам отправили. Да? Спасибо вам. Спасибо большое. Не написано. Там обычно картинки появляются. Написано обычно, кто отправил и какие подарки. В любом случае, спасибо большое. В ТикТоке часто отправляют всякие разные подарки. Ну, пока прикольно. Никто не пишет. Прикольно, классно. Да. В этом году, наверное, тоже будет машина какая-нибудь. Я даже не знаю, что они в этом году хотят. Обычно они заранее какие-то начинают рекламировать свою и ярмарку, и какую машину будут разыгрывать, в принципе, уже знаешь. Ну сегодня какое число? Уже 20 число апреля. Осталось чуть-чуть вот тут до мая, что тут ерунда. Фактически 2 недели до этого фестиваля. А они почему-то не рекламируют. Там
все, кто участвует, любой человек на сайте регистрируется, говорит, типа, дайте мне талончики для розыгрыша. Мгм. И все. Просто ждешь потом. Номер называется, кто выиграл, тот и получил машину. Так вот, 2 приуса они разыгрывали. Да. Единственное, надо обязательно в этом парке находиться. Если ты не находишься, то Переходит к другому какому-то. в прошлом году, кажется, был повторный розыгрыш. Женщина какая-то. Да, туда-сюда, а самой нет в парке. К сожалению, машина ей не досталась. Да. Эльвира Абдулаева тут спрашивает. Мгм. Папа, вы инфлюенсер или вы в какой-то сфере? Ну, сейчас мы инфлюенсеры, а так мы в торговой сфере стараемся основное время зарабатывать по мере возможности. Конечно, благодаря Трампу это сейчас становится все сложнее, но нас это не останавливает. Будем, как говорится, двигаться вперед. Двигаться вперед и надеяться на лучшие времена. И здравый смысл. Точно. Пока все нам подарки отправляют в ТикТоке. Спасибо. Спасибо большое. Что ты не называешь, какие там подарки прилетают? Эх. Там вот Человеку это... приятно, когда про него говорят. Спасибо большое. Вот, видишь, там нравится все. С Трампом все норм. Отлично. Я рад за вас. Нам тоже он как-то пополам. Единственное, те, кто за него голосовал, немножко в шоке. Там некоторые фермеры, например. Он прям им в уши лил мед, а сейчас плачут. Так, тут в ТикТоке какие-то политические комментарии стали. Сила, значит, сила. Так, как бы мне... О, спасибо. Да. Наконец-то тебе тот телефон уже... Ну, она тяжело ставить, эта подставка, она на тонкий телефон рассчитана. Ну да. Ну, в любом случае, так намного легче хотя бы, чем его просто держать. Как-то он там орудует, что-то выступает. Да. Здесь люди ходят, что-то против него там выступают, протестуют. Так, кто-то и в ТикТоке он вопрос такой задает, а в Ютубе непонятные буквы Рибот написал. Что самое неприятное, по вашему мнению, в Соединенных Штатах? Не знаю. Не то, что неприятное, а как сказать. Многих русских бросается в глаза вот это обилие бездомных, которые встречаются зачастую на каждом шагу, ведут себя как-то не очень. Мгм. Вот. Но в зависимости какой район. У нас, например, на районе бездомного встретить прям вам должно повезти. Да. Дмит Белкин написал привет. Приветствую. Привет, привет вам. Что тут хорошо жилось при Байдене? Нам, по сути, все равно. При Байдене, при этом, при Трампе, нам все равно, по большому счету. Здесь мы просто озвучиваем мнение общества американского, которое как-то реагирует на изменения Так. президента. Дмит Белкин написал опять кушаем. Конечно. Ну да. Вкусно кушаем. Любим Мгм. вкусно кушать. А Байден, не Байден, нам, по большому счету, все равно. Здесь не зря говорят, сколько? 3 ветви власти, да? Или 4? 3 ветви. Три власти. ветви власти. Вот. Только Судебная. единственная, одна ветвь, она из 2 частей состоит.
и начал самый последний судебный, не судебный, а как она, Верховный суд. Верховный суд. Вот. А президент лишь одна из этих веток, и она не самая главная. Здесь есть Конгресс, есть Палата общин, или как там, Палата представителей. Палата представителей, Сенат. Сенат, да, поэтому сенаторов очень много. Дмит Белкин написал: ну, постно вам от употребления пищи. Не, нормально, я думал острее суп, что-то мне вчера прям показалась острота. Возможно, что это сверху грибы были Мишины. Возможно. Он мне переложил. Ну да. А грибы Мишины, они, ну, тоже варились вместе с его лапшой. Вот, что еще такого? Здесь же еще в Соединенных Штатах свобода слова есть. Ну да. Неважно какого ты мнения, каждое мнение здесь приветствуется. И тех же бомжей тоже, ну, так сильно не гоняют, потому что это его выбор. Он захотел жить на улице, в палатке. Хотя рядом есть домики, которые он может пойти жить. Или эти, как там они называются, места для них, шелтеры специально организованные. Они туда не идут, потому что там нельзя ни покурить, ни выпить, ни пошататься нельзя. Надо ходить чистым, наводить порядок, поэтому они идут ходить по улицам. Агроном написал: это вы где? Мы находимся в Калифорнии. Да, штат Калифорния, город Сакраменто. А вы где? Напишите, где вы сейчас находитесь, тоже интересно. Откуда у нас зрители? Да. Мы каждый раз после этих прямых эфиров удивляемся географии. Точно. Где нас смотрят. Мы всегда говорили, у нас только в Австралии нет зрителей. Оказывается, есть уже. Да. Агроном написал: я тоже. О, Сакраменто, привет. Привет землякам. Да. Салимат Фермер написал: добрый день, приятного аппетита. Добрый день, спасибо. Чингис Дамбиев, Бурятия, Байкал. Клево. Вот. У меня, помню, был клиент один, он занимался туризмом, из Москвы отправлял туда, на Байкал, туристические группы. И он там так просил скидку, а мой начальник сказал: хорошо, дадим скидку. Попроси у него скидку на, на его эти туристические дела, на все эти путешествия. И тот, короче, подумал, короче, ему сильно не хотелось давать скидки. Понятно. Что-то там. Пользователь Reboot написал: как, кстати, с трудоустройством у вас там? Ну, если кто слышал, что в США безработица где-то 1,5 или 2%, может 3 даже, я не знаю, но мне кажется, она даже не среди русскоязычных засчитывается. А среди граждан? Да, возможно. Поэтому здесь есть люди, которые из поколения в поколение сидят на госдотациях, и они в этой статистике фигурируют периодически. А так здесь работы полно во всех направлениях. Если что, вам помогут. Да, люди приезжают без документов, без ничего, просто приехали, как говорится, с пустыми руками. Находят и где жить, и где работать находят. Да. И детей в школу отправляют, и все, при том, что чтобы в школу пойти ребенку, нужно пройти медицинские, ну не медкомиссию, а пройти просто там определенный список врачей. А врачи тебя не примут без медицинской страховки. Поэтому идешь, оформляешь медицинскую страховку и потом идешь, проходишь врачей. Больше всего они от русскоязычных боятся чикенпок, как это переводится? Ветрянку, да. Это обязательно. Все, кто вот из наших знакомые, кто детей в школу отправлял, всегда упирались в эту ветрянку, потому что у нас ею просто перебаливают дети и все. А здесь они делают прививку от этой болезни. Да. Вот, и поэтому
Либо делай прививку, либо, ну, если ты уже переболел, то это не надо, то надо идти и сдать. Сдать на антитела и показать, Да. что у тебя и... Посмотреть, чтобы антитела у тебя были. И тогда то же самое тебя пустят. Но, опять, это все время, то есть ты должен записаться, чтобы тебя отправили на сдачу анализа. Да. Потом пойти на назначенное, там, взять время, пойти сдать этот анализ. Потом дождаться результата с этого анализа. И когда уже там очередной раз на запись к врачу попал, то уже потом тебе ставят там, печать, что ты с антителами, что их достаточно, там нужное количество, и Да. тогда все нормально. И тогда, Годен ты к школе. пока ты, да, это не сдашь, тебя в школу ребенка не возьмут. У нас Мишу взяли на удивление, в какой класс тогда еще? В 3-й шел, кажется. А Олега не взяли. Олег шел в 11 класс, сказали, нет, Олега не возьмем, пока результаты не придут. И мы ждали, Олег дома был. И пошел где-то, наверное, спустя пару недель после 2 начала недели, учебного да. года. Да, А да. Мишу с первого дня пустили, но постоянно спрашивали прививку. Короче, постоянно это от нас, от родителей спрашивали каждый день через день буквально. Да. Так что все боятся. А недавно было где-то в Техасе, кажется, была вспышка кори. И это, ну, говорят, что какое-то здесь достаточно такое непопулярная болезнь. И вроде как тоже привезли мы сюда. Возможно. Ты чай будешь? Тебе чай налить? Давай. Окей. Я тогда почитаю. Давай. Агроном написал, живет он в Южном Натомасе. А, прикольно. Не сильно далеко от нас, кстати. Ну да. Мы как-то одно время я туда на доставке работал, туда меня очень часто уносило на Томас. А не северный Натомас тебя уносило? А я не знаю. Я знаю, что тот, который рядом с даунтауном, они один район получались. Это, Доставка. по-моему, северный Натомас. А где же южный тогда? На юге? Южный там, где 80-й Интерстейт. Так я туда ездил на 80-ке, возле нее там постоянно работал. А Раз. мне показалось, что ты у Натомас, который у пятерки. Не, так, что я пошел за чаем. Ладно. Ты сказал, что чай будешь, правильно? Да, тоже. Дмитрий Белкин написал, система в Америке настолько временем выправлена, и это реально круто. Это да. Сейчас Трамп пытается под себя ее подмять, но мы видим верхушку этого всего дела, его шумные заявления, а система работает сама, независимо от него, и вообще не имеет значения, кто будет там палец и размахивать. Угу. Батухан написал, привет, малоежки. Привет. Привет, привет. Так, здесь бергамот, трюфель и 1001 ночь. Какой у тебя чай? Давай 1001 ночь. 1001 ночь, окей. Резко его пью. Алла Б написала, здравствуйте, в каком штате вы живете? Мы живем в Калифорнии. Так, 1001 ночь я тебе уже налью, потому что он такой под твои, так сказать, запросы по чаю, окей? Угу. А себе сейчас чуть подогрею. Приветствую. Короче, много Z. Юзерик написал, приветствую, наконец-то попала на ваш стрим. Будешь печеньки какие-нибудь кушать? Да или нет? Сомневаюсь. Такие, Я же ел. брауни, вон такой брауни. Давай такой брауни-торт, хотя бы маленький кусочек, что ли. Такой, какой-то еще. Такой нет, такой печеньки я не буду, спасибо. Печеньки не будет, окей. Ну, какие-то сахаром сильно посыпанные. Ну да. У нас сегодня день непослушания, мама уехала, поэтому мы сегодня со сладостями. Да. Приятного аппетита, что едите. Спасибо. Спасибо. Мы У сейчас нас был уже... салатик И рамен. и рамен. Остался сейчас чаечек. Катюшенька мне вопрос задала. Я хотел стать врачом, передумал? Ну да, к сожалению, передумал, так как выяснилось, что я с биологией не очень сильно дружу. Зато я определил для себя, что больше всего мне нравится физика и химия. Вот. Молодец. Как говорится,
только, как сказать, ненормальный будет долбить в одну и ту же точку, а остальные, Это точно. остальные меняют свои мнения, свои, так сказать, желания по мере появления изучения информации. Че? Сколько у вас времени написали? У нас сейчас На часах он написан. 9 часов 46 минут вечера. 9:46 вечера, да. Да. Хаб написал: здорово, мужики. Привет Здорово, вам. здорово. Агроном пишет: давно в Сакраменто? Ну, как ты считаешь, 3 года мы в 3 Сакраменто. года, да. А вы? Мне вопрос задали. Американские подростки отличаются от российских? Да, отличаются. Дело в том, что американские подростки, они в основном любят, так сказать, в своих молодежных компаниях, с своими друзьями. Вот. Также американцы любят спортом заниматься. Это да, точно. Они, по-моему, чуть ли не со средней школы, здесь просто младшая, средняя и старшая школа, они, по-моему, со средней школы или чуть ли не даже не с младшей начинают спортом заниматься. Ну, тут да, тут в принципе вообще много это самое. Вот тогда к себе телефон. Спасибо. Руки уже вспотели. Да, здесь очень многие удивляются, там, здесь молодежь не пиво в парке дует, а вот они придут в парк баскетбольным мячом, вокруг кольца скачут, прыгают, играют там в мячом каким-нибудь там, как он называется, бейсбол. Бейсбол. И так далее, вот с мячом там и так далее. В общем, такие они по спорту именно. И вот самое прикольное, да, в парке дети все просто ржут, смеются, развлекаются, девчонки, мальчишки. При этом ни пива у них нету, ни сигарет, потому что ничего этого нельзя до 21 года. 21 год, да. Если с этим поймают подростка, то будет проблема у всех. И тот, кто им продал, и тот, кто это употребил. Поэтому здесь многих это очень удивляет, честно говоря, молодежи. А еще прикольно, когда заходишь уже вечер, поздний, уже попрохладнело, особенно в прохладное время года. В кафешку заходишь, полно молодежи. То есть они в парке там погуляют туда-сюда и в кафешке ползут. Ну, там возьмут что-то покушать, присядут. И большие компании, там по 15, 20, 30 человек бывает. Прям целая куча молодежи. И это такое, знаешь, не на, как это называется, не то, что там с кем-то там порамцевать, а просто вот видно, что люди весело проводят время. Ха-ха, хихит, ля-ля, тополя, девчонки, мальчишки, все вот примерно там Олега возраста, чуть младше и так далее. В общем, очень прикольно смотреть на них. Агроном написал: южный ближе к ДТ через хайвей. Через хайвей, ближе к даунтауну. То есть в эту сторону, от 50-ки получается. Ну, я в любом случае, у меня одно время туда прям очень часто я уезжал в хайвей, на Томас. Там есть возле 80-ки такая большая площадка есть, там магазины всякие, ресторанов куча всякая. Ты бумажку отцепи, я просто прицепил, чтобы не запутаться, какой чай где. Они же визуально, у них этикетки вот эти одинаковые абсолютно, квадратики. Я поэтому повесил, чтобы не перепутать. Алла Б, приветствую. Ну, а я с Питера. Привет, Питер. Привет, Санкт-Петербург. Татьяна Попова написала: у Олега очень приятный голос. Спасибо. Так. Ой. Спросили: а мама куда уехала? Не скучно вам? Не, нам без мамы не скучно. Мы вроде как целый день делом занимались. Мама по делам уехала, наверное, уже скоро приедет. Ее подруга говорила, что она ночью ездить не любит, а за рулем подруга, они на ее машине уехали, так что, наверное, скоро приедут. Агроном: из какой страны приехали? Парень на бурята похож. Ну, похож, потому что у него мама кореянка. Вот. Поэтому азиаты похожи. Вот. А приехали мы жили в Турции, а перед этим жили в Подмосковье. Олег, а ты ходишь на какие-нибудь сейчас секции? На спортивные секции я не хожу, потому что
На те, которые я хочу пойти, они платные в основном. Вот. Ну, на теннис мы вместе ходили. Ну да. Всей семьей мы ходили на теннис, на большой. Сейчас мы взяли отпуск, ну пока что еще с отпуска не вышли обратно. И мы стараемся между занятиями с тренером сами играть. Сами играть. Ну, Но в последнее время что-то тоже подзабили. подзабили, да. Потому что сейчас слишком заняты. Тоже вот. Папа работой, я учебой и работой. Одно время Олег постоянно ходил в этот в тренажерку. Вот здесь в комплексе есть тренажерка. Сейчас что-то подзабил тоже. Сейчас опять же времени нет. Нет времени. Даст Бог, когда вот летом будет, может какие-нибудь активности буду, так сказать. Например, на озера поедем. На озера поедем, или же ту же самую тренажерку можно летом заниматься. Летом также очень классно теннисом заниматься тоже. Но летом классно теннис заниматься Утром. с утреца. Да. Когда не такая жаркая погода, утром у нас просто бывает температура 35, 40 и 45, не угадаешь. Летом жарко. Да. Когда здесь спросили, после переезда долго привыкали к климату? Наверное, нет, потому что мы из Турции переехали, на Средиземном море жили. Ну да. Было очень тепло и жарко. Но, честно говоря, я вам хочу сказать, что здесь в Сакраменто бывает намного жарче. Я помню, были дни, когда вовсе жара невыносимая была, что... Помнишь, папа, у меня была такая большая галлонная бутылка. Я заливал в нее прохладную воду, я ее всю выпивал, потому что это... Я не знаю, как это писать словами. Очень ужасающая жара была. Жарко. 45, там, чуть не 50 градусов было, что ли. Были такие времена. Ну да, здесь что хорошо, здесь нет влажности такой сильной. Ну да. Многие сравнивают Калифорнию с Флоридой. И типа говорят, во Флориде очень тяжело переносить жару. Из-за влажности, да. В Турции тоже влажность сильная. Да. Потому что море было В 2 шагах буквально. буквально там 5 минут мы шли до воды. Угу. Мы засекали, по 6 минут мы шли из квартиры, выходили, садились в лифт, спускались вниз и шли до моря. 6 минут мы шли. Да. Дать еще пирог тебе. Нет, я уже все, спасибо. На сегодня хватит есть. Окей. Хотя бы чай попью. Окей. Так что с климатом нам нормас. Ну да. Нам рекомендуют это самое съездить в другие там штаты. Но мы очень хотим съездить в другие штаты. Так, ту же самую Флориду, например, Северную Каролину очень интересно съездить. Да. Потому что визуально Северная Каролина и Калифорния очень похожи по климатическим условиям. Но все, кто бывал, знакомые в Северной Каролине, говорят, что там намного зеленее летом, чем здесь. Потому что здесь сейчас вот в мае Все высыхать будет. начнет все высыхать. И где-то уже все лето, потом просто все желтое вообще. Просто это самое. Невозможно. Постоянно ограничения всякие. Поэтому пора Костры нельзя разжигать. по огням, да, там разжигать. А часто же бывает, вот бутылку бросили, она очень часто бывает причиной пожара. Солнце преломляется, вот это вы все знаете, и глядишь, все загорелось. Ну да. Это я вот вспоминаю, на одном из кемпингов были и видели какой-то дымок. А потом спустя какое-то время я подписан на сообщество в соцсетях различных пожарных департаментов. Выясняется, что был пожар в поле, в полях где-то. Мгм. Да. Мы как-то ехали на озеро, а наши знакомые в той стране были, показывают, мы должны были завтра ехать, и они показывают накануне там где-то пожар. Мы такие, вау, как ехать. Но ничего страшного, потому что они тоже часто бывает свои видео выкладывают чуть-чуть с задержкой. И к тому времени, когда поехали, уже ничего не было. Мгм. У нас есть любимое озеро, мы туда постоянно катаемся. Алла Б. спрашивает: Олег, есть ли у тебя друзья? Что вас объединяет? Ну,
У меня есть друг, с которым я общаюсь, но он сейчас живет в штате Вашингтон. Познакомились мы с ним, кстати, когда я жил в другом городе, в Калифорнии. Когда я пошел в предыдущую, скажем так, школу. Вот. И так получилось, что мы какое-то время сидели за одной партой. Подружились. А он откуда парень этот? С Украины. С Украины. А что за город? С Одессы. С Одессы. Ну, там у вас было много русскоязычных в той школе, я помню, ты говорил. Да, очень много русскоязычных было. Вы даже с одного комплекса втроем на одной машине ездили. По очереди, в общем, родители договаривались. По очереди отвозили, привозили детей в школу в одну. И Я помню, да. Было соседи дело. собирались, Олег и еще девочка рядом, и парень с другого конца наших апартаментов. Садились в одну машину и утром туда папа отвозил мальчика, а вечером обратно либо одна моя мама, либо мама. другая мама, короче, ехали, забирали. Да, Короче, да. вот. Вот. Одесса, Це Украина написали. Да, мне понравился город Одесса, я там был один раз, очень клевый. Хотя я был вне сезон, это был Ноября. самый конец ноября, последние числа ноября. Да. Мне очень понравилось. Вот. Кстати, написал агроном, если у вас есть дети помладше, как, по вашему мнению, секция тэквондо для детей актуальна? Знакомый тренер интересовался, у меня детей нет, поэтому ответить не смог. Как ты думаешь, тэквондо актуально здесь? Ты слышал? Да, здесь очень актуально даже секции тэквондо. Ты где-нибудь видел тут? Ты хотел бы пойти бы? Где-то на районе здесь было одно время вывеска какая-то висела. Помнишь, где-то вот туда, в сторону? Да, помню, была. У меня такое ощущение, что это была какая-то реклама, при том, что не факт, что там эти секции занимались этим тэквондо. Была реклама, но я не знаю, что там. Занимались тэквондо. Вот у меня та школа, с которой я закончил, был друг. Не знаю, сейчас он ходит, нет. Но когда я учился, он ходил на секции тэквондо, он там даже экзамены какие-то сдавал. Вот, пояса получал, значит. Да. Поэтому я думаю, что актуально. Здесь вот Миша ходит тоже. Миша ходит сейчас на кикбоксинг. Тоже там русскоговорящий тренер у него, парень из Молдавии приехал. Очень хороший такой, заводной, молодой парень. И это самое, народу полно. Мы вот ездим с одной стороны, там люди из Ньюкасла приезжают. Если Ньюкасл посмотреть, там еще дальше получается, туда, в сторону этого... Аубурна, да, Аубурна. Поэтому актуально, да. В принципе, еще знаете, если пойти после того, как откроешь такую секцию тэквондо по всяким вот по русскоязычным мероприятиям пройдешься, русскоязычным, украиноязычным, тут очень много, полно. Просто пришел, рассказал за себя, пригласил, не отказывают. Я думаю, что вот ярмарка сейчас будет, можно точно так же напечатать эти объявления, визиточки или объявления, просто на принтере напечатать. Открывается секция тэквондо и пройтись, раздать их. И я думаю, уже сейчас предварительно, даже сейчас, если у него секции еще нету, он пока еще думает, уже к нему люди позвонят, он скажет, ага, уже смотри, там 5, 10, 20, сколько-то человек уже идет набор. Да, уже интересуется, и он уже примет решение. Этот парень, где вот сейчас Миша занимается, он до этого чей-то зал снимал, чей-то зал спортивный, и он не весь же день занят, там есть часы свободные, он какие-то вот часы эти выкупал, или как это называется, арендовал на часы, а со временем уже нашел зал, который сам под себя, будь здоров, арендовал, и уже сам, наоборот, подселяет, в свободное время предлагает другим там. Вижу, там уже и женщины ходят на всякие, типа,